Всем доброго дня! Сегодня мы будем готовить с вами слойки. Делала я их первый раз, получились они великолепно с первого раза. Вы не поверите, они получились воздушные, слоеные, такие сливочные на вкус. И действительно, тесто было просто бесподобное. Посмотрите, когда разломала вот эту вот слоечку, там даже видать вот эти вот масляные слои. Она очень мягкая, воздушная, просто супер. Ну что, начнем. В 50 мл теплой воды насыпаем 1 чайную ложку сахара и 7 грамм дрожжей. И ставим все это в теплое место где-то на 10-15 минут, чтобы у нас получилась такая воздушная шапочка. А теперь заводим тесто. Берем теплое молоко, стакан. У меня стакан 200 мл. Насыпаем 70 грамм сахара сюда же. Немножечко соли, где-то пол чайной ложки. И вливаем растопленный маргарин. Маргарин я растопила в микроволновке. Все хорошенько перемешиваем и добавляем 1 яйцо. Каждый раз, когда добавляете какой-то ингредиент, обязательно размешивайте. Муку, уже заранее просеянную, мы будем добавлять в несколько приемов. Сначала 1/3 муки, затем еще немного насыпаем муки. Потом сюда мы добавим дрожжи, которые у нас вот такие вот они заиграли, сделалась воздушная такая шапочка получилась. Мы добавляем сюда нашу закваску дрожжевую, все это хорошенько размешиваем и потом добавляем оставшуюся всю муку и начинаем замешивать тесто. Сначала ложечкой, а потом я это все перекладываю на стол и замешиваю тесто на столе. И потом мы это все ставим в теплое место, чтобы тесто поднялось у нас примерно в 2 раза. Пока тесто поднимается, сделаем масляную крошку. Добавляем муку, сахар и сливочное масло. Я в этот раз это все стала перетирать руками. Просто вот так вот брала и в муке вот все вот так вот перемешивала и перетирала ладошками. Получилась вот такая вот у нас крошечка. Можно это сделать все в миксере, но постарайтесь, чтобы она была не очень мелкая крошка. Ну вот подошло наше тесто. Оно вот такое стало пушистое. Мы его раскатываем примерно, чтобы получилось 1 сантиметр толщиной. На половину теста наносим крошку масляную и закрываем второй половиной теста. Все это вот так вот я прихлопнула и немножечко раскатала скалкой, чтобы опять же получилось где-то тесто толщиной где-то 1 сантиметр. Затем мы снова посыпаем это масляной крошечкой и снова повторяем вот наши все те же действия, что были в первый раз. И опять раскатываем скалкой. Вот смотрите, уже получилось у нас 4 слоя. И делаем последний слой. Опять повторяем наши все эти действия. Получилось у нас 6 слоев. И делим на квадратики. И потом мы будем с вами делать красивые слойки. Вот так. Просто хорошенько складывайте уголки и приминайте внутри. Неважно, если они получились у вас немножко коряво, они потом все равно выправятся и будут очень красивые. Вот просто так вот залепляли и все. И сразу кладите на лист, смазанный растительным маслом. Убираем это все на 30 минут в духовочку на 35 градусов. Вот так вот поднялись у нас слойки. У меня они получились очень большие. Вы можете, конечно, сделать поменьше квадратики, чтобы у вас было побольше булочек. Затем это все смазываем желтком яичным и посыпаем щедро масляной крошкой. И ставим выпекаться на 180 градусов где-то на 25-30 минут. Ну все, наши слойки готовы, они испеклись, они очень-очень вкусные. Желаю всем удачи, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всего доброго, пока-пока.